Польша жестко ставит на место Словакию. Лукашенко договаривается с террористами, а у Трампа делают неожиданные заявления. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Роберт Фицо обвиняет Зеленского в шантаже и отправляет в Москву делегацию. Как распадется Россия, сколько лет понадобится и кто отпадет первым. Запад не выполнил обещания, и из-за этого путинские войска обстреливают Украину. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Трамп готов пойти на все, чтобы вытащить Путина из бункера и усадить за стол переговоров. Избранный президент США готов даже на снятие запретов на использование дальнобойного оружия Украиной по территории РФ. Говорят у него в команде об этом. По словам советника Майка Уолтса, США также рассматривают возможность введения жестких энергетических санкций против России. Давайте закончим войну справедливо и ответственно, таким образом, чтобы защитить будущее Украины. И чтобы весь мир мог от этого отойти. С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет каких-либо отношений, коммуникации и диалога с другой стороной. И мы абсолютно точно установим этот диалог в ближайшие месяцы. Но есть и ложка дегтя. Трамп считает возвращение Крыма Украине нереалистичным. Такое заявление явно не добавит энтузиазма украинской стороне. Уолтс также подчеркивает, что Украина должна играть жестче, если зовет мир поддержать ее борьбу за демократию. Украинские силы нанесли мощный удар по оккупантам. Ликвидирован важнейший командный пункт российской армии в Новогродовке в Донецкой области. Точное попадание уничтожило штаб 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, что стало настоящим ударом по управлению войсками врага. По словам представителей ВСУ, такие удары значительно снижают боеспособность оккупантов и лишают их возможности оперативно реагировать на контратаки. Вооруженные силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов, звеньев управления и военной инфраструктуры противника. Российское командование пока молчит, но очевидно, что потеря ключевого штаба сильно ударила по их планам. ВСУ продолжает методично разрушать систему управления захватчиков, приближая день, когда российская армия просто потеряет способность воевать. Как думаете, когда такой день может настать? Пишите в комментарии свои мысли. Сценарий распада РФ становится все более реальным, так считают в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины. Россия, увязшая в войне и кризисах, может развалиться на части уже в ближайшее десятилетие. По мнению экспертов, крах империи не фантазия, а неизбежный результат нынешней агрессивной политики. Не только сами национальные образования России, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые распределили бы сферы влияния, но и сама Московия, которая смогла бы, наконец, перезагрузить варварскую стратегию развития, которая существовала столетиями. По прогнозам, страна может разделиться на 3 крупные зоны – европейскую, сибирскую и дальневосточную. Каждая из них будет искать собственный путь развития, и мир сможет выстроить с ними новые отношения. Ну а мы спросили у эксперта, насколько это реально и почему так долго нужно будет ждать. Если сегодня Путин куда-то уходит, либо его убивают, либо что-то происходит, то Кадыров, скорее всего, либо объявляет независимость Чечни, и окапывается у себя в республике, потому что он понимает простую вещь. Есть Путин, есть он. Нет Путина, нет Кадырова. Потому что все силовики России, несмотря на их конфликты и соперничество между собой, они сходятся только в одной мысли, что Кадырова нужно убивать. Потому что они считают, что он украл у них победу во Второй Чеченской войне и так далее. И это уже начало хорошей гражданской войны, по крайней мере, на Кавказе. Да? Дальше очень много интересного может происходить. Я тут не согласен с формулировкой, с тем, что это Западу выгодно. Запад как раз все делает для того, чтобы Россия оставалась целостной. Они играют в целостность России последние 100 лет. И поэтому не дают возможности ей распасться, потому что они как раз считают, что какая-никакая Россия, лучше пусть она будет такая.
Ну, по многим причинам. Это и контроль над транспортными путями, это и противодействие Китаю, и многое чего другое. А вы как думаете, распадется Россия через 50 лет, или это будет быстрее, а может и не будет вовсе? Пишите в комментарии свои прогнозы и свои рассуждения. Роберт Фицо обрушился с резкой критикой на президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже европейских лидеров. Я помню ситуацию в 2009 году. Премьер-министр Украины Тимошенко дала нам немного газа из своих резервуаров в западной части Украины и отправила меня куда подальше. Это типичные украинцы. Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с президентом Зеленским. И я признаю, что иногда мне это надоедает. Он ходит по Европе, только попрошайничая и шантажируя. Он просит у других денег. Это просто должно закончиться. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения прекращения транзита российского газа через Украину и возможных последствий для Словакии. Фицо также обвинил Украину в ненадежности, напомнив о ситуации 2009 года. По его словам, Киев отказался помочь Братиславе с поставками газа. А вот Польша, похоже, готова идти на конфликт с словацкой делегацией, которая отправилась в Москву по приглашению Российской Госдумы. Поляки закрыли воздушное пространство. Тем пришлось изменить маршрут и лететь через Чехию, Германию и Балтийское море. Россия продолжает массовые атаки, буквально засыпая Украину управляемыми авиабомбами и ударными дронами. За последнюю неделю оккупанты выпустили 700 авиабомб и более 600 дронов по территории Украины. Гражданская инфраструктура, дома, школы – все под прицелом. Ночью 12 января Россия выпустила по Украине 94 дрона «Камикадзе». Силы ПВО смогли сбить 60 из них, но остальные поразили объекты в Полтавской, Харьковской и других областях. Эти атаки уже стали частью ежедневного террора, который Украина пытается остановить, пока партнеры совещаются. Президент Украины призывает западных партнеров быстрее поставлять системы ПВО и снаряды к ним. Даже обещания, данные ранее, не выполнены. Решения саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате «Рамштайн» по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью. Россия не останавливает свои войны по желанию, ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО. Киев также требует у союзников разрешения на производство систем ПВО прямо в Украине. Это не только усилит оборону, но и покажет, что союзники действительно готовы к долгосрочной поддержке. Правда ли это и подействуют ли такие призывы, попросили мы прокомментировать эксперта, который следит за процессами в мировой политике, политтехнолога Тараса Загороднего. Объективные факторы заключаются в том, что в действительности, особенно европейцы, порезали свою оборонку на металлолом фактически. И единственными более-менее меняемыми производителями оружия, например, в Европе остались французы, шведы и британцы, ну и Соединенные Штаты Америки. И поэтому, конечно же, так быстро выделить это все, очень сложно, потому что мощностей не хватает, нормативы, которые они должны исполнять тоже для защиты своей страны и так далее, тоже нет. И поэтому тут, например, Patriot это в комплексе, по-моему, $1 миллиард стоит. Да? Один выстрел ракеты Patriot это приблизительно 1 миллион. Да? То есть это очень в действительности дорогая техника, ее так быстро невозможно фактически сделать. Это первое. Но субъективное это то, что все ожидают, а вдруг оно рассосется быстрее. Да? Украина там что-то подпишет, Украина где-то сдастся, пойдет на уступки, и тогда не надо будет напрягаться. Поэтому Зеленский правильно делает, что спрашивает публично, а что стоят ваши слова? Если не хотите так, будет по-другому. Украина будет продолжать бить по территории России и создавать там предпосылки для распада. А тогда у вас будут совсем другие проблемы, и вы все равно прибежите для решения этих проблем. Угадайте, кому? К Украине.
Представитель Лукашенко встретился с террористом. Сергей Лукашевич прилетел в Кабул на встречу с шером Мухаммадом Аббасом Станикзаем, который числится в санкционных списках ООН и включен в террористические списки. Во время встречи обсуждали углубление сотрудничества между Белоруссией и Афганистаном. Станикзай назвал визит важным шагом, а Лукашевич заявил, что Минск готов к дальнейшему взаимодействию. Интересно, чем таким собираются торговать эти две стороны? И каковы реальные цели Лукашенко в таких неожиданных дипломатических контактах? Как думаете вы? Пишите в комментарии мысли, предположения. Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета, жертв нет. Боец ММА оказался в центре конфликта на борту рейса в США. Все началось с вопроса стюардессы, сможет ли он, сидя у аварийного выхода, оказать помощь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Хабиб вступил в спор и категорически отказался пересесть. Разговор быстро вышел за рамки вежливости. В итоге бортпроводница вызвала супервайзера, который не стал долго разбираться и потребовал Нурмагомедова покинуть самолет. Инцидент закончился тем, что звездный боец остался на земле, но теперь в прямом смысле. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.